Я не знаю такую семью, которой пришлось бы настолько тяжело, насколько им пришлось. Многие ведь до сих пор, я просто знаю по нашей области, у нас уже, наверное, семей 200 переехало сюда к нам в Белгородскую область. Вообще этот ролик, это видео, оно обращено больше к тем, кто хочет действительно переселиться из Германии. Это уже дедушка, ему уже за 70, и они рискнули переехать, и он весьма успешный. Это моя третья мастерская в России. Вначале мы поселились в Калининграде, как я рассказал. Hallo liebe Deutsche aus aller Welt. Всем немцам со всего мира большой привет. Друзья, мы семья казахстанских немцев, которые когда-то родились там в Казахстане. В 90-е годы с родителями уехали в Германию, пожили там, создали собственную семью. У нас родилось 4 детей, 3 дочери у нас и сын. Все это время, которое я там проживал, мне было тоскливо, мне было как-то неуютно. Это была чужая страна для меня, чужое место. Хотя работал, выучился там, я учился на 2 профессии дополнительных. В Казахстане я уже работал, пришлось переучиваться. То есть я работал сварщиком на ГРЭСе, пришлось переучиваться в Германии. Работал сварщиком, потом учился на машинном баумеханика. Это типа механика в станкостроительной отрасли, вот что-то такое. Значит, потом мне захотелось повысить еще квалификацию. Я учился на CNC программира, это программист ЧПУ станков, фрезерных и токарных. Все это время, как бы я не так, что там бездельник и сидел на социале, как говорится. То есть я чем-то занимался, и это было весьма продуктивно все. Душа не находила покоя, и мне все время хотелось уехать, все время хотелось покинуть Германию. И вот однажды я предложил жене, нет, я сначала сам поехал, посмотрел Калининградскую область, съездил, посмотрел, мне все понравилось, я приехал назад, высказал свое мнение, были родители жены моей у нас, и мы решили уже вместе с женой съездить в Калининград, посмотреть, сделать для себя уже конкретные выводы, переезжать нам или не переезжать. И в 2008 году мы туда поехали впервые. Мы приехали, конечно, в то время Калининградская область не была такой красивой, как сегодня. Мы посмотрели, в то же время нам все понравилось, очень понравилось, и мы решили переезжать. В 2011 году мы переехали. Почему мы сразу не уехали? Ну, во-первых, нужно было подкопить денег на такое серьезное дело. Во-вторых, нужно было погасить кредит. В общем, все эти дела мы решили и переехали в Калининград в 2011 году. Тогда, на тот момент, нашему младшему сыну, младшему ребенку, это сын у нас, ему было 3 месяца. Все крутили у виска, у нас были знакомые, которые приезжали к нам каждый раз, чтобы нас отговаривать. Очень тяжелое было общение с ними, всегда такая обстановка была напряженная. Мы знали, что они приехали именно с этой целью. У нас радостное ожидание к отъезду, что мы скоро уедем, а у них тяжелые, тягостные переживания, что да, вот мы уедем. К тому же они нас оба отговаривали очень сильно, и потом, через несколько лет, уже когда мы жили здесь, этот человек мне признался, что у него была и есть глубокая, самая вот заветная мечта уехать в Россию, вернуться в Россию. Но он сам себе боялся всегда признаться. Они из Алтая, жили на Алтае, но там, как известно, не особо богатый регион. Вот, и сложность заключалась, может быть, я не знаю в чем. То есть они не решились на это дело. Вот так вот все тайно становится явным. Но мы сделали этот шаг. И вот сейчас здесь, в этой простой обстановке, знаете, что меня побудило к этому видео? Сегодня, буквально случайно, я увидел в интернете, в ленте, почему-то мне рекомендовал YouTube такое видео. 22 года назад люди приехали в Германию и были в лагере переселенцев Унамасен. Этот лагерь мне знаком, мы там часто бывали. Что сегодня я подметил, что я заметил, смотря это видео? Когда-то, когда мы жили еще в Казахстане, приехала одна женщина из соседнего села, и ее везли на машине мимо ее, вот по улице, мимо ее дома. И потом этот человек мне на работе рассказывал, вместе работали, он рассказывал, говорит, ты знаешь, она даже не повернулась, не посмотрела в сторону своего дома.
И он сделал такой вывод, говорит, представляешь, как там здорово в Германии, что она даже не захотела видеть свой родной дом. Такие вот вещи рассказывали, я не знаю, байка, не байка, но я думаю, что это, скорее всего, так и есть. Люди по-разному относятся к своему родному месту. Я не осуждаю ее ни в коем случае, но просто мы все разные. И вот сегодня, просматривая этот ролик, он длинный, я в основном проматывал, перематывал там дальше, и мы с Катей вместе уже смотрели под конец. Она в этом лагере жила с родителями, когда-то девчонкой. Ну, она говорит, вон там наш дом был. Но я смотрю, у нее абсолютно ровно, у нее никаких вот эмоций тоже это дело не вызвало, чтобы там сказать, мы здесь жили, здесь я ходила, надо же там. То есть у нее такого абсолютно не было. Ну, а у меня как бы, я в этом лагере не жил, я знаю этот город, я знаю этот лагерь, мы туда часто приезжали к молодежи. И, в общем-то, у меня не вызвало абсолютно тоже никаких чувств, вообще никаких чувств не вызвал этот ролик, вообще никаких. То есть просто посмотрел ровно. Я вспомнил ту женщину, которая тоже когда-то, приехав из Германии, проезжала по своей родной улице, она не посмотрела. Но, может быть, это можно сравнить одно с другим. Может быть, я не знаю. Вообще этот ролик, это видео, оно обращено больше к тем, кто хочет действительно переселиться из Германии. Вы знаете, я хотел бы вам сказать, что мы вот живем 13 лет, 14 год уже в России. Мы были одни из первых. Я знаю две семьи. Одна семья здесь живет тоже в Белгородской области. Они переехали, наверное, на сегодняшний день это будет уже 19 лет назад, как они уехали. Я знаю одну семью, они на год раньше нас уехали, как раз 1 февраля. Кстати, надо сегодня поздравить, они 1 февраля уехали. У них были проблемы с Югентамтом, и их просто это дело, как сказать, им пришлось поторопиться. Проблемы были какие? Это нормальная семья, они не пьющие, они не гулящие, то есть это нормальная рабочая семья, но учительница в школе узнала, что они собираются в Россию. Она запротестовала, подключила Югентамт, это ювенальная юстиция, органы опеки. За них взялись и утром уже хотели приехать и забрать детей, но, конечно же, они до утра ждать не стали, они сели в машину и уехали. Денег у них было совсем ничего, очень тяжело они... Пришлось им в то время, очень тяжело им пришлось. Я не знаю такую семью, которой пришлось бы настолько тяжело, насколько им пришлось. Без денег, без работы, не смогли оформляться, они были первые, поэтому работники ФМС тоже были такие безответственные, никто толком не знал ничего. И, в общем, да, они только-только успели сделать программу переселения, сделали ее на одну область, уехали в другую, потому что купили там жилье, это на границе прям двух областей, Воронежской и Липецкой. И, в общем-то, у них была... Очень тяжелая история. Очень хотелось бы мне, конечно, записать видео. Кстати, на нашем канале есть немало видео с переселенцами, которые переезжают сюда или хотят переехать. Они рассказывают о своих причинах. Переходите на наш канал, подписывайтесь, посмотрите все эти ролики. Я думаю, вам будет интересно. И вот хотелось бы записать и с этой семьей, но разговаривая с этой женщиной, я понимаю, что ей просто очень тяжело. Она говорит, мне даже вспоминать это настолько тяжело и больно, я буквально впадаю в какую-то депрессию. Я, говорит, даже вспоминать не хочу Германию. Я ее прекрасно понимаю, у нас таких проблем не было, с Югентамтом ничего не было. И вообще я считал, что это неплохая организация, как бы такая нормальная, которая помогает. Но уже позже я узнал и от коренных немцев, которые здесь в Германии живут, в России живут, рассказывали. Та же семья Гризбах, Андрей мне много рассказывал, как он с ними боролся. Знаете, хочу просто сказать тем, кто хочет уехать из Германии. И я хочу вам сказать, чтобы вы не боялись переезжать в Россию, если вы для себя выбрали Россию. Я знаю, у нас есть знакомые, которые переехали в Канаду. Есть знакомые, которые... Канада сегодня банкрот, там вообще просто дела очень плохие. Я знаю знакомых, которые переехали в Парагвай. Я знаю семью, которая из Парагвая уже переехала сюда, в Воронежскую область. Они хотели в Белгородскую, но их напугала обстановка, они уехали под Воронеж. Причем это уже дедушка, ему уже за 70, и они рискнули переехать, и он весьма успешный. Он был успешным там, он переехал первый же день пенсии, как только вышел на пенсию, они уехали в Парагвай прожили 18 лет, и, в общем-то, сегодня вот они переехали год назад в Воронежскую область, и, в общем-то, живут там, сейчас счастливы и довольны, насколько я знаю. Учитывая сегодняшние реалии, это пересечение границы, это перевоз вещей, это оформление документов,
это провоз денег, обстановка накаленная в отношении России и Украины. Множество разных других факторов. Вам, кроме этого, придется привыкать. Все равно вы отвыкли от российской жизни. Вам придется детей, там, внуков своих отправить в наши школы, и им придется привыкать. То есть вам придется пройти какие-то трудности, если вы решили и избрали для себя Россию. Знаете, часто такие вопросы задают. Можно ли получать пенсию в России, там, немецкую, швейцарскую, канадскую, в плане провоза денег, как их провести. Мы даем советы, все это обговариваем. Но проще всего об этом поговорить напрямую в телеграм-канале, поэтому кто-то пишет комментарии под видео, кто-то пишет на наш телеграм-канал. Кстати, подписывайтесь, у нас телеграм-канал есть семейный и есть вспомогательный канал. Первый называется так же, как этот канал YouTube, «Жить в России», Лебен и Русланд. И второй канал вспомогательный, он не про нашу семью в основном, он про другие вещи, про интересные моменты, о которых хотелось бы тоже говорить. Я решил разделить эти каналы, наш канал на два. И вот «Жить в России 2», он говорит именно вот об этих вещах. Оба канала не политические, просто о жизни, о наших впечатлениях. Я сейчас говорю к тем, кто решился. Если вы серьезно настроены, если у вас руки растут из нужного места, вы построите себе или отремонтируете себе не один дом. Вот этот дом, он у нас уже третий. И вначале мы поселились в Калининградской области, потом нам пришлось переехать именно из-за работы. До сих пор ностальгируем, вспоминаем наш родной поселок. Очень было приятно и очень было здорово там жить. Это первая любовь. Мы приехали туда, буквально сразу влюбились в людей, в обстановку, в быт, в жизнь, во взаимовыручку, вот в это живое, настоящее, человеческое, русское общение, в эту простоту, доброту. Это было настолько здорово вообще. Этого больше, кроме нашего села, там, где мы жили, я этого больше не встречал. Потом мы переехали в Калужскую область, мы прожили там 3 года. И все 3 года я занимался тем, что я отделывал дом. Тот дом, который мы купили, вы видели, он был очень страшный, некрасивый. И когда мы там поселились в этом доме, то люди, многие думали, что, наверное, какие-то бомжи, асоциальные люди заехали. Во-первых, 4 детей, это же просто crazy, как дети мои говорят. Кринж, как еще выражаются. То есть это ужасно, как это можно, что тут не то, наверное, алкаши нарожали себе, там все такое. Еще из Германии приехали, узнали, наверное, их турнули оттуда. То есть мнение было там вот у людей такое. Вот. Но мы жили дружно со всеми, мирно. Мы отстроили дом, я провел газ, пробурил скважину, сделал туалет, ванную, теплые полы, запустил свой бизнес как следует, сварочный. Так что потом уже думал, надо обороты сбавлять, потому что очередь у меня была по 6 месяцев на мои, не изобретения сказать, а как, на мою продукцию. И единственное, что нам там было сложно привыкнуть к тому, что там не было такого общения. И село, в котором мы поселились, оно было такое, знаете, можно сказать, дачное. Хотя это не дачное село, это обычное село. Но многие дома просто пустовали. С одной стороны, нам нравилось зимой гулять, пустые дома. Просто идешь по улице, никто нигде не живет. Это было здорово, так идешь в своих мыслях. Было неплохо. Но были свои минусы, об этом я рассказывал. И, в общем-то, у Кати, у нее вообще было 6 месяцев такая глубокая депрессия. Она каждый день плакала. Мне было так жалко ее. Я просто понимал, что, чувствовал, с одной стороны, свою вину какую-то, потому что вроде бы, да, я из-за работы переехал из лучших побуждений, но мы обговаривали тот вариант, что вдруг нам не понравится на том месте, куда мы сейчас переезжаем. Давай тогда хотя бы ближе к Москве что-то покупать. По крайней мере, там дом можно продать намного быстрее, чем в глубинке где-нибудь, если мы купим. Но мы на этом это мои были размышления, оно так и получилось. И мы продали наш дом, продали его за неделю. Дом стал красивым, сделали забор, докупили еще участок стал шире. Все как бы пошло, обживались, нашли друзей. У Насти началась аллергия, у старшей дочери началась аллергия на мороз.
Ну и мы решили переехать опять же в теплые края, поехали, выбрали для себя Краснодар. Я рассказывал, вы знаете, есть ролики, не буду повторяться. С Краснодаром не получилось, и мы остановились в Белгороде. В Белгороде мы купили наш замечательный дом, 30 соток земли, как было в Калининграде. Во втором доме у нас было 13, я потом докупил, стало 18. Здесь 30 соток, сделал баню, сделал эту мастерскую, здесь был гараж. Приехали сюда, знаете, нас удивили люди мягкие. Хотя нет такого общения, как в Калининграде, такой общительности нет, но люди очень мягкие. Если ты обратишься к кому-то, что-то спросишь, мягко, вежливо, спокойно объяснят, это очень нравится. Сделал птичник, завели мы гусей, индюков, уток, курочек. И на данный момент, конечно, все на зиму убираем, всю птицу, чтобы не было сырости. Вот. И как вы видите, может быть, здесь вот видно, нет, в кадре. Здесь вот яйцо собираем, все это на продажу, уходит. Если вы приедете с запада в Белгородскую область, я сейчас не агитирую, я просто вам говорю, это наши впечатления были, когда мы проехали несколько областей и попали в Белгородскую. Ощущение было такое, что это какой-то апдейт. Это какая-то новая Россия, это совсем другое место, совсем другое, все другое вообще. Нет, не все шикарно, нет, не все золото прямо, все прекрасно. Нет, есть и страшненькие дома, есть все есть, везде, как везде в принципе. Но эта область, она нам понравилась. Я говорю сейчас о себе, говорю о нашей семье. Она очень нам сильно понравилась, мы решили остаться здесь. Да, через год после короны началось СВО. И, конечно, сейчас обстановка не такая спокойная, как была раньше. Но я верю, что это все закончится все равно рано или поздно. Все, что начинается, все заканчивается. Вот. И, как, знаете, вчера ко мне люди приезжали, газовщики, мы так разговаривали. Я говорю, да, скоро будем вспоминать, как корону в прошлом. Всю эту обстановку, потому что люди, конечно, устали. И люди приезжали с поселка, которые регулярно тоже мирных жителей там к ним прилетают, и машины, и парковки, и магазины бомбят, и все. То есть, поэтому я их спрашивал, как у них обстановка. Вот. Вы знаете, вот я сейчас могу записать час позитива, и вот сказал только вот эти сейчас пару слов, что да, там вот в этот поселок прилетает что-то, там какие-то взрывы. Найдутся люди, которые вот именно вот это вот возьмут и раздуют что-то плохое и напишут плохие комментарии. Но это ладно, я просто уже знаешь наперед примерно, как это все действует, как это работает. Но ладно. Такое ощущение, что у них нюх на такие вот вещи. Ну да ладно, мы желаем всем добра, вообще желаем всем людям Божьих благословений, спасения. Мы желаем только самого наилучшего, крепкого здоровья, чтобы вообще никто не болел. Желаем только любви и добра. Вот это вот наше отношение нашей семьи христианской ко всему миру, ко всем людям во всех странах, к простым людям. Вот. А со всеми этими, знаете, редисками, с ними Бог разберется. Бог знает, что, как. То есть мы спокойно живем, уверены в этом. Рано или поздно за все придется дать отчет. Человекам положено однажды умереть, а потом суд. Поэтому, ребята, тут дело такое. Да, верующий в Сына Божия на суд не приходит. Есть выход. Есть всегда выход, поэтому на суд не обязательно приходить. Веруйте в Сына Божия. Друзья, это не евангелизация, это моя жизнь, моя позиция, я вам об этом говорю. Если вы сейчас можете сказать, понятно, он, наверное, там баптист, или он там пятидесятник, или он сектант, или еще кто-то. Во-первых, мы не состоим ни в какой общине, мы не принадлежим никакому братству какому-то там, или союзу, или какой-то конфессии. Вот, конкретно моя семья, мы вне конфессии. Хотя мы выходцы из лютеран, то есть, если хотите, то так. Да, конечно, кто-то помог. Привезли там, один товарищ привез сетку, рабицу, можно было заборчик сделать. Вот старые трубы отопления, которые я срезал, они все вот так вот шли по стенам. Ленинградка так называемая, все это я посрезал, мы это все с Катей забивали кувалдой в землю, натягивали сетку, закрыли наш огород, потому что в первый год забора не было, коровы заходили, лошади заходили, весь урожай съели, то есть проходили какие-то определенные переживания, трудности, там оформление документов в Калининграде было очень сложное, мы за 160 километров ездили, мы жили в Добровольске, и в общем все оформлялось в Калининграде, то есть были свои сложности. На сегодняшний день, друзья, на сегодняшний момент настолько все просто оформляется, по сравнению с тем, что мы прошли, очень просто, очень все легко.
Ну, не очень прям, вот прям вообще ты пришел, тебе сразу дали российский паспорт. Нет, конечно. Нужно подавать документы, нужно ожидать, нужно пройти какую-то процедуру, но вы все это получите намного проще, чем мы раньше получали. Если вы для себя выбрали Россию. Если вы для себя выбрали, друзья, теплый край, потому что вы отвыкли в Германии от снега. Я вам хочу сказать, что у нас, в принципе, климат теплый, и сегодня, вот я говорю, погода немецкая, вообще погода немецкая, потому что идет дождь 1 февраля, это просто. Но здесь, и, в принципе, и прошлые зимы-то было так, знаете, как вам сказать, ну, довольно-таки тепло. Тут не было каких-то морозов больших, ну, скажем, тут максимум было минус 12. Вот. А так, нормальная температура, приемлемая, скажем, там минус 3, минус 5, минус 6, вот такая зима. Снегу здесь, если вот так наметет, то это уже много снега. Ну, а закончится СВО, и все вернется в свое русло, и область снова вздохнет с облегчением, я верю. Конечно, люди устали, конечно, это нельзя списывать со счетов, и сегодня это происходит, наверное, не только в Белгородской области. Есть эти трудности, об этом надо говорить, вы это прекрасно понимаете. И это не только к российским немцам обращение мое, это вообще обращение к всем русским людям, русскоговорящим людям во всем мире. Если вы выбрали для себя Россию, она настолько большая, и столько много регионов разных, и разные по вероисповеданию, есть мусульманские регионы, есть буддийские регионы, есть христианские, так сказать, да, или... Хотите заниматься сельским хозяйством, занимайтесь. Хотите устроиться на работу, вопросов много, конечно, и по работе, и все. Некоторые моменты, конечно, хотелось бы обговорить. Допустим, вы приехали сюда с немецкой профессией, вы думаете, что вас заставят здесь пересдавать. Никому это 100 лет не надо. Но, естественно, если вы сварщик, скажем, и каждые 2 года вам нужно переделывать экзамен, я думаю, вы пойдете, заварите там эту пробную деталь и сдадите. То есть, если вы, скажем, медик, то никто вас не будет заставлять переучиваться, если вы из Германии приехали. Вот. Открыть свое дело, как делают многие из даже тех людей, которые вот есть на нашем канале, открывают свое дело, вообще никаких проблем не составляет. Стать самозанятым тоже никаких проблем. Я на сегодняшний день, друзья, самозанятый. Я был ИП, то есть индивидуальный предприниматель. Сегодня я просто самозанятый. Плачу налоги по минимуму, там 6% налогов всего лишь. Ну, в общем-то, друзья, все это решаемо вообще. Я не знаю. Если надумаете приезжать в Россию, выбирайте для себя область. Хотите в Белгородскую область, приезжайте к нам. У нас в нашем селе только 6 семей уже из Германии. Так что, друзья, если вы надумали переезжать именно в Россию, то мое обращение, видеообращение, вот это, оно было именно к вам. Хотите переезжать, пожалуйста. Хотите написать, о чем-то спросить, спрашивайте на нашем телеграм-канале или здесь пишите в комментариях. Без проблем. Если вы хотите созвониться и разговаривать по телефону, друзья, только аудиосообщения, только вот эти звуковые, голосовые. Потому что нет возможности разговаривать. И не все серьезные люди звонят. Некоторые просто душу отвести. Ой, тогда ля-ля до поля, и 3 часа. И я не могу серьезно. Я вообще не люблю говорить по телефону. Не люблю сильно говорить по телефону. Не нравится мне этот процесс. Еще 3 часа вот так человека не знаешь, где прервать иногда. Нет, это мне тяжело такое. Мне жалко времени. Время самый дорогой ресурс, которым мы обладаем. И так вот тратить его на просто вот такое вот на пустоту. Нет, это мне жалко. Поэтому, друзья, если вам интересно, допустим, пишите в телеграм-канале, пишите здесь в комментариях, напишите, возможно, вам все нравится на Западе, я знаю, таких тоже немало. Кто-то прожил там очень много лет, ну как вот пишут, я 36 лет здесь и счастлив, и доволен, и все. Напишите об этом, ну почему бы нет, если вам нравится, все здорово. Видео было не для вас, видео было для тех, кому хотелось бы переехать. Моя мама хочет переехать, несмотря на то, что ей за 70, она хочет переехать, говорит, закончится СВО, и я к вам перееду. Сейчас побаивается, это понятно, я могу ее понять. Друзья, итак, на этом я заканчиваю свой ролик. Спасибо вам большое, подпишитесь на Telegram. Мы есть также в Дзене, есть в Рутубе, на платформе есть, но на платформу я еще не все видео перекинул.
Ну, естественно, здесь в YouTube. Спасибо вам большое за просмотр. И все русскоязычные люди, которые проживают во всем мире, если вы надумали переехать в Россию, хуже вам точно здесь не будет. А если вы прекрасно там живете и вам все нравится, то это видео было не для вас. Я еще раз желаю всем мира, добра, крепкого здоровья и всего самого-самого наилучшего. Оставайтесь на нашем канале, друзья, подписывайтесь на него. Мы вас всех любим. Пока.